24 миллиарда километров. На таком расстоянии от нашей планеты сейчас находится Voyager 1, самый далекий предмет, созданный человеком. Луч света летит до него больше 22 часов. Пассажирский лайнер добирался бы 3 миллиона лет. Но в конце 2023 года этот космический странник внезапно перестал говорить на языке науки. Вместо данных он начал присылать на Землю бесконечную ленту из нулей и единиц. Будто его разум сошел с ума от одиночества. Или будто кто-то переписал его код прямо там, в ледяной пустоте. Почему инженеры НАСА замерли в ужасе? Что произошло на самой дальней границе Солнечной системы? И почему этот сбой заставил ученых переосмыслить все, что мы знаем о космосе? Сегодня мы разберемся в 3 вещах. Как инженеры взламывали компьютер, построенный до изобретения мобильных телефонов? Почему межзвездная среда оказалась опаснее, чем предполагали академики? И заглянем в будущее, где наши послания могут остаться единственным следом человечества во Вселенной. Если тебя по-настоящему завораживает космос, если ты хочешь знать правду о том, как кусок железа из 70-х годов меняет мировую науку прямо сейчас, подпишись на канал. Наше грандиозное путешествие к границам изведанного начинается прямо сейчас. Представь, что ты стоишь в абсолютно темной, бесконечной комнате. Ближайшая стена или хоть какой-то твердый предмет находится в миллиардах километров от тебя. Ты протягиваешь руку вперед, надеясь наткнуться на опору, но там нет ничего. Только первозданная ледяная пустота, пронизывающая до костей, и редкие, невидимые глазу высокоэнергетические частицы, летящие со скоростью света от далеких, давно умерших звезд. Именно в такой пугающей, но величественной обстановке уже почти полвека летит Voyager 1. Его историческое путешествие началось в 1977 году со стартовой площадки на мысе Канаверал. Тогда, в эпоху расклешенных брюк, виниловых пластинок и громоздких кассетных магнитофонов, мир был совершенно другим. Технологии того времени сегодня кажутся нам смешными и архаичными. Оперативная память бортового компьютера этого межзвездного странника меньше, чем объем одной единственной цифровой фотографии, которую ты делаешь каждое утро на свой смартфон. Всего 69 килобайт. Вдумайся в эту цифру – 69 килобайт на управление сложнейшим научным комплексом посреди неизведанной пустоты. Но, как ни странно, этой крошечной по современным меркам мощности вполне хватало, чтобы уверенно лететь вперед, маневрировать в гравитационных полях планет-гигантов и регулярно отправлять детальные отчеты на Землю. За десятилетия полета инженеры НАСА настолько привыкли к его абсолютной, почти швейцарской надежности, что воспринимали сеансы связи как нечто само собой разумеющееся. Каждую неделю гигантские параболические антенны сети дальней космической связи ловили слабый, едва различимый радиосигнал. Это был голос старого верного друга. Он методично говорил людям, что на борту все в порядке, что температура научных приборов находится в пределах нормы, что уровень радиации стабилен, а магнитные поля за пределами нашей системы ведут себя предсказуемо и спокойно. Но 14 ноября 2023 года этот привычный голос навсегда изменился. В тот день дежурная команда инженеров в Пасадене, штат Калифорния, собралась в зале управления, чтобы принять очередной плановый пакет данных телеметрии. Но вместо привычных графиков, таблиц и физических параметров на экранах мониторов поползли сплошные бесконечные ряды нулей и единиц. Они не просто хаотично сменяли друг друга, они повторялись в каком-то странном, жутком, зацикленном ритме. Это не было обычным радиошумом пустого космоса, который часто забивает эфир. Нет, это была четко упорядоченная, структурированная, но при этом абсолютно лишенная всякого математического и логического смысла последовательность. При этом сам зонд не погиб. Его мощный радиопередатчик продолжал работать на полную мощность, расходуя драгоценные ватты энергии. Он по-прежнему идеально держал ориентацию в пространстве, направляя свою огромную 3-метровую белую тарелку антенны точно на Землю. Но его цифровой разум, его сложнейшая система обработки данных, словно зациклилась на одной единственной, бесконечной фразе. Что могло заставить надежную машину вести себя так странно? Для наглядности представь, что твой домашний ноутбук или смартфон вдруг ни с того ни с сего полностью стер всю свою операционную систему, удалил все файлы, а при каждом включении показывает тебе только одну и ту же букву на весь экран.
не реагируя на нажатие клавиш. Вот примерно это и произошло в 24 миллиардах километров от нашей планеты. Ученые и руководители миссии были не просто удивлены, они были шокированы. Первые несколько дней специалисты искренне надеялись, что это обычная, рядовая помеха. Такое в истории миссии уже случалось, когда мощная рентгеновская вспышка на Солнце буквально забивала радиоэфир своими потоками заряженных частиц, временно ослепляя приемники на Земле. Но шли дни, складываясь в недели, а характер сигнала не менялся ни на йоту. Voyager упрямо с пугающей механической настойчивостью слал на Землю один и тот же цифровой мусор. Это было похоже на заклинившую виниловую пластинку в пустом, заброшенном доме. Космический аппарат, который безбоязненно летел вперед почти полвека, открывая для человечества тайны Юпитера, Сатурна и их ледяных спутников, внезапно превратился в молчаливого холодного призрака. Он вроде бы живой, его сердце бьется, но поговорить с ним, узнать, что он видит вокруг себя, стало абсолютно невозможно. В коридорах лаборатории реактивного движения повисла тяжелая, гнетущая тишина. Никто из ведущих экспертов мира не знал, с чего вообще начинать этот беспрецедентный ремонт. Ведь в космосе нельзя просто вызвать мастера, приехать в сервисный центр, заменить сгоревшую плату или хотя бы нажать физическую кнопку перезагрузки на корпусе аппарата. Каждая гипотеза, выдвигаемая на экстренных совещаниях, проверялась часами, но разгадка раз за разом ускользала от исследователей. Постепенно первоначальная паника в кабинетах НАСА сменилась холодным, профессиональным расчетом. Всем стало окончательно ясно, физического доступа к Voyager 1 у человечества нет и не будет в ближайшие несколько столетий. Ни один существующий или проектируемый ракетный комплекс не способен догнать этот безумный бег в обозримом будущем. Все, что оставалось делать земным инженерам, это часами вглядываться в бесконечные строчки бинарного кода на экранах, пытаясь найти в этой цифровой пустыне хоть какую-то логическую зацепку, микроскопический сбой в ритме единиц и нулей. Это напоминало попытку прочитать мысли человека, который находится в глубокой бессознательной коме и может лишь судорожно, едва заметно сжимать твою ладонь. Ученые прекрасно понимали, если они не найдут работающее решение в ближайшие несколько месяцев, величайшая космическая миссия, длившаяся 46 лет, будет завершена самым нелепым, обидным и глупым образом. Зонд продолжит свой бесконечный бег к чужим звездам, но для науки, для Земли и для всего человечества он навсегда останется мертвым куском летящего металла. Чтобы во всех деталях понять колоссальную сложность и уникальность возникшей ситуации, нам необходимо совершить мысленное путешествие назад во времени, в конструкторские бюро начала 70-х годов. Электронный мозг Voyager проектировался и собирался в ту ушедшую эпоху, когда программы для ЭВМ записывали не на кремниевые накопители и даже не на дискеты, а на громоздкие магнитные ленты или перфокарты из плотного картона. У этого аппарата нет жесткого диска в нашем современном понимании. У него полностью отсутствует операционная система, к которой мы привыкли на компьютерах или телефонах. Там нет окон, красивых интерфейсов, драйверов или автоматических обновлений. Все управление этой огромной махиной держится на 3 независимых, дублирующих друг друга вычислительных системах. Они постоянно общаются между собой, проверяя команды друг друга и следя за стабильностью курса. За сбор всей поступающей научной информации с датчиков и ее последующую грамотную подготовку к отправке на Землю отвечает одна конкретная, изолированная подсистема. На английском ее называют Flight Data Subsystem, или сокращенно FDS – подсистема полетных данных. По сути своей FDS – это высококлассный переводчик. Бортовые научные приборы, магнитометры, детекторы плазмы, датчики космических лучей постоянно генерируют потоки сырой физической информации. Они измеряют напряженность полей, считают столкновения с частицами, фиксируют температуру. Но их язык непонятен для мощного радиопередатчика. Подсистема полетных данных берет эти разрозненные показания, бережно очищает их от шумов, форматирует и упаковывает в максимально компактные плотные цифровые пакеты, после чего послушно передает их на радиопередатчик для отправки домой. Без этого ключевого переводчика все сложнейшие приборы Voyager в один миг становятся абсолютно бесполезными игрушками.
Они могут собирать терабайты уникальных данных на границе межзвездного пространства, но без ФДС никто на Земле никогда не сможет прочитать и расшифровать эти бесценные знания. Для наглядного сравнения, самый дешевый, простейший пластиковый калькулятор, который сегодня лежит в портфеле любого первоклассника, обладает в сотни раз большей вычислительной мощностью и объемом оперативной памяти, чем вся электронная начинка легендарного Voyager. Но при этом твой калькулятор сломается, если ты уронишь его на кафельный пол или оставишь на ночь под проливным дождем. А этот древний космический компьютер смог без единого серьезного сбоя пережить чудовищные смертоносные радиационные пояса Юпитера, которые буквально выжигали электронику пролетавших мимо зондов. Он выдержал экстремальный ледяной холод Сатурна и Урана, где температура опускается почти до абсолютного нуля. Он продолжал безупречно функционировать там, где любая современная, самая передовая микросхема мгновенно превратилась бы в бесполезный оплавленный кусок кремния. Почему так произошло? Секрет кроется в масштабах. Элементы и транзисторы компьютера Voyager были крупными, массивными. Их можно было легко рассмотреть под обычным увеличительным стеклом. Они создавались по технологиям военной приемки тех лет, которые физически не боялись отдельных попаданий высокоэнергетических космических лучей. Это как сравнивать старый советский дизельный трактор или армейский грузовик повышенной проходимости с ультрасовременным капризным спортивным болидом Формулы-1. Болид, конечно, невероятно быстрый, технологичный и красивый, но он мгновенно развалится и заглохнет от первой же серьезной дорожной ямы. А старый грузовик едет медленно, шумно, без всякого комфорта. Зато он способен проехать абсолютно везде, сквозь болото, тайгу, пески и вечную мерзлоту. Но даже у такой сверхустойчивой, проверенной временем и пространством техники есть свой естественный физический предел прочности. Когда инженеры в Посадоне начали дотошно, байт за байтом, анализировать структуру присылаемой поломки, они с ужасом осознали, что корень проблемы кроется в самом сердце архитектуры памяти. Представь себе чип памяти образца 1977 года. Это небольшая керамическая плата, где каждый бит информации, каждый нолик или единица физически записывается и удерживается в крошечной металлической ячейке полупроводника. Если эта микроскопическая ячейка по какой-то причине теряет свою физическую способность стабильно удерживать внутри себя электрический заряд, вся логика программы безвозвратно ломается. Это как если бы в тексте важной, критически необходимой для выживания инструкции кто-то случайно или намеренно замазал густыми чернилами одно единственное ключевое слово. Робот послушно читает фразу за фразой, доходит до этого испорченного, пустого места. Его электронные мозги натыкаются на логический вакуум, и он застывает в бесконечном, зацикленном ожидании дальнейших указаний, которые никогда не поступят. Каждая деталь этого компьютера изготавливалась буквально вручную, под строжайшим контролем качества. Тончайшие медные провода переплетались и укладывались в жгуты женщинами-монтажницами, которые использовали микроскопы, а проектировали эту систему инженеры, носившие строгие деловые костюмы, белые рубашки и пользовавшиеся логарифмическими линейками вместо компьютеров. Программы писались непосредственно на чистом языке ассемблера. Это максимально низкоуровневый набор базовых команд, которые напрямую управляют физическими регистрами процессора. Здесь не было и не могло быть места для красивого графического интерфейса, фоновых процессов или лишних декоративных функций. Каждый байт памяти был на вес золота в буквальном смысле. Программисты тех золотых лет экономили на каждом символе, создавая подлинные шедевры цифровой оптимизации. И вот, эта кремниевая архитектура, навечно застрявшая в 1977 году, лицом к лицу столкнулась с суровой, беспощадной реальностью глубокого межзвездного космоса. Вся система Voyager изначально проектировалась с расчетом на максимальный уровень автономности. В годы Холодной войны конструкторы прекрасно понимали, что стабильная радиосвязь с Землей на таких расстояниях может оборваться в любой момент из-за кучи факторов. Бортовой компьютер должен был уметь самостоятельно, без подсказок из центра управления, определять внутренние сбои, изолировать поврежденные узлы и автоматически переключаться на резервные блоки. Но в этот раз отработанная годами система защиты не сработала. Сбой оказался глубинным, системным. Он затронул саму корневую логику обработки и форматирования поступающих данных.
Это означало, что физическая поломка произошла в том самом критически важном узле, который, по иронии судьбы, не имел полноценного дублирующего блока, либо программная ошибка успела автоматически скопироваться в резервную память в процессе очередной плановой синхронизации систем. Почему автоматические системы защиты не смогли вовремя изолировать этот фатальный сбой? И существовал ли вообще в природе алгоритм, способный принудительно перезапустить зависший полетный компьютер без прямого участия человека с Земли? На эти сложнейшие вопросы инженерам НАСА только предстояло найти ответы, копаясь по локоть в пыльных коробках со старой технической документацией 40-летней давности. Бумажные чертежи, пожелтевшие от времени схемы соединений, написанные от руки карандашные комментарии на полях – все это неожиданно стало главным, единственным оружием человечества в битве за спасение своего самого далекого космического посланника. Давайте совершим мысленное путешествие сквозь ледяную бездну и попробуем во всех деталях увидеть, в каких условиях сейчас находится Voyager 1. Чтобы понять причину поломки, нам нужно познакомиться с понятием гелиосферы. Гелиосфера – это колоссальный гигантский магнитный пузырь, который непрерывно надувает наше Солнце. Наша звезда постоянно выбрасывает во всех направлениях мощные потоки заряженных частиц – солнечный ветер. Этот ветер мчится со скоростью в миллионы километров в час, создавая вокруг всей Солнечной системы невидимый, но сверхпрочный защитный экран. Гелиосфера – это, по сути, космический щит Земли и всех остальных планет. Она принимает на себя первый, самый страшный удар суровой межзвездной радиации. В 2012 году Voyager 1 сотворил невероятное. Он официально пересек эту невидимую границу, которую называют гелиопаузой. Он стал первым в истории рукотворным объектом, который покинул родную гавань и вышел в истинное межзвездное пространство. Там, за пределами солнечного пузыря, начинается совершенно другая территория. Это глубокий тыл нашей галактики, пространство, принадлежащее чужим и далеким звездам. Оно заполнено высокоэнергетическими частицами, которые физики называют галактическими космическими лучами. Это не просто солнечный свет, к которому мы привыкли. Это тяжелые ядра атомов – углерода, кислорода, железа, выброшенные в пустоту колоссальными взрывами сверхновых звезд миллиарды лет назад. Эти частицы блуждают по Вселенной и движутся со скоростями, близкими к скорости света. Когда Voyager 1 покинул уютный солнечный дом, его научные датчики мгновенно зафиксировали резкий, пугающий скачок радиации. Количество галактических лучей вокруг аппарата выросло в несколько раз. Это можно сравнить с тем, как если бы ты в самый разгар лютой зимней бури вышел из теплого деревянного отапливаемого дома прямо на открытое, ледяное поле, где дует пронизывающий до костей ветер. Каждую секунду, каждый миг корпус космического аппарата прошивают тысячи невидимых смертоносных стрел. И ученые предполагают, что одна из таких галактических стрел попала точно в цель. Но здесь скрывается один из самых интригующих и пугающих моментов всей этой космической драмы. Почему разрушительный сбой произошел не в системе питания, не в двигателях, а именно в строго определенном крошечном секторе памяти подсистемы полетных данных, который отвечает за финальную упаковку научной информации? Такая математическая точность попадания породила среди экспертов множество самых разных, порой даже фантастических гипотез. Некоторые исследователи на научных форумах в шутку обсуждали теорию внешнего ограничения, будто сама космическая среда или некий высший разум ставит невидимый технологический барьер для слишком любопытных, развивающихся цивилизаций, не позволяя им передавать данные из глубокого космоса. Конечно, это не более чем красивая метафора для научно-фантастического романа. Но суровая физическая реальность от этого не становится проще. Физика межзвездного пространства до сих пор остается для человечества одной из самых больших и неизученных загадок. Мы не знаем точного покомпонентного состава этой среды. Мы не можем со стопроцентной уверенностью предсказать, какие блуждающие магнитные аномалии или плотные облака плазмы могут подстерегать наш одинокий зонд на его пути. Для наглядного сравнения, мы здесь, на Земле, живем в тепличных, абсолютно идеальных условиях. Мы надежно защищены толстым слоем земной атмосферы и мощным планетарным магнитным полем. До нашей поверхности долетают лишь жалкие крохи того радиационного ада, что бушует в космосе.
а Voyager 1 находится в дикой, первозданной, первобытной Вселенной. Там нет законов гостеприимства и нет правил безопасности. Там летит тяжелое ядро какого-нибудь элемента, несущее в себе колоссальную кинетическую энергию. И вот эта частица, преодолев триллионы километров пустоты, случайно встречает на своем пути крошечный, по меркам космоса, аппарат и пробивает его обшивку. Это чистая, жестокая лотерея. 46 лет Voyager'у фантастически везло. Космические пули пролетали мимо критических узлов. Но в ноябре 2023 года удача отвернулась от железного ветерана. Невидимый ливень из осколков атомов сделал свое дело. Кинетическая энергия галактического луча оставила за собой ионный след, который закоротил контакты внутри процессора. Ученые годами спорили на симпозиумах о том, где именно заканчивается влияние нашего Солнца и начинается истинная пустота. Данные с Voyager'а были нашим единственным, уникальным источником реальной информации с мест. И когда этот чистый источник внезапно замолчал, сменившись бинарным шумом, это стало тяжелейшим ударом для всей мировой науки. Мы в один миг словно полностью потеряли свои глаза и уши на самой далекой передовой заставе человечества. Но как спасти аппарат, если до него физически невозможно дотянуться, а любая отправленная радиокоманда летит до адресата почти сутки? Как починить сложнейший механизм, находящийся за самым краем обитаемого мира? Инженеры приняли этот вызов, и их работа превратилась в настоящий научно-технический детектив. Чтобы в полной мере прочувствовать будни инженера лаборатории реактивного движения НАСА в те тревожные месяцы, представь себе следующую картину. Ты сидишь в кабинете, перед тобой на экране терминал со строчками кода. Ты находишь вероятную ошибку, придумываешь решение, нажимаешь кнопку отправки команды на клавиатуре, и на этом твоя активная работа заканчивается. Теперь все, что тебе остается, это ждать. Радиосигнал со скоростью света уходит в небо. Ему требуется 22 часа, чтобы просто долететь до Voyager 1. Зонд принимает команду, обрабатывает ее, выполняет инструкцию и отправляет короткий ответ обратно. Этот ответ летит к Земле еще 22 часа. Итого почти 2 суток, 44 часа мучительного ожидания ради того, чтобы проверить одну единственную короткую строчку кода. Это как играть в шахматы по обычной бумажной почте с соперником, который живет на другом континенте, где каждый ход занимает недели. При этом у тебя нет графического монитора, ты не видишь сам аппарат. Все, что у тебя есть, это сухие, монотонные текстовые логи на экране. Ситуация усугублялась тяжелейшим кадровым кризисом. Инженеры, математики и программисты, которые в начале 70-х годов с нуля проектировали, собирали и тестировали Voyager, давно ушли на заслуженную пенсию, а многих из них уже, к сожалению, не было в живых. Современной команде специалистов пришлось буквально проводить раскопки в ведомственных архивах. Они поднимали старые, покрытые пылью картонные коробки, доставали оттуда пожелтевшие бумажные чертежи, схемы и инструкции, нарисованные от руки тушью и чернилами 45 лет назад. Им нужно было не просто найти технические параметры. Им нужно было полностью перестроить свое мышление и понять логику создателей аппарата. Это была самая настоящая цифровая археология. Нужно было найти способ заставить древний компьютер работать в обход поврежденного радиацией участка. Но как точно определить, какой именно транзистор или микросхема вышли из строя, если зонд упрямо шлет на Землю только нескончаемые циклы из нулей и единиц? И тогда инженеры пошли на гениальную хитрость. Они подняли архивы программного обеспечения и вспомнили, что в операционной системе подсистемы полетных данных, ФДС, зашит старый, глубоко скрытый тестовый режим телеметрии. Этот режим использовался всего несколько раз в истории. На Земле, в стерильных лабораториях перед самым запуском в 1977 году, чтобы техники могли быстро проверить исправность всех блоков памяти. Инженеры сформировали особый нестандартный пакет радиокоманд, который принудительно заставлял бортовой компьютер проигнорировать текущую ошибку и выдать на Землю полный побайтовый слепок всей своей оперативной памяти. Это был колоссальный, безумный риск. Если бы компьютер зонда в процессе выполнения этой команды завис окончательно или перегрузил центральный процессор, вся миссия была бы мгновенно и безвозвратно потеряна. Представь, как в пустыне Мохаве
Внутри гигантской чаши 70-метровой антенны дальней связи зарождается мощный невидимый радиолуч. Он уходит в синее калифорнийское небо, пронзает плотные облака, огибает Луну, проносится мимо Марса, Юпитера и Сатурна. Он летит почти сутки в абсолютной ледяной пустоте, чтобы в заданной точке пространства коснуться поверхности маленькой параболической тарелки Вояджера. И старый зонд услышал этот призыв с Земли. Через 44 часа напряженного гробового ожидания приемные системы НАСА зафиксировали слабый всплеск несущей частоты. На этот раз среди миллионов нулей и единиц инженеры внезапно обнаружили строгую математическую структуру. Они смогли полностью расшифровать этот уникальный массив данных. Это было похоже на то, как археологи в полуразрушенной гробнице бережно очищают от вековой грязи древний папирусный свиток и пытаются буква за буквой прочесть стертые от времени письмена. Каждый рабочий день в лаборатории теперь начинался с глубокого, детального анализа новых строчек 16-ричного кода. Люди спорили до хрипоты, чертили схемы на досках, выдвигали самые безумные теории и перепроверяли каждый свой шаг на старых программных симуляторах. Эти симуляторы – особые, специально собранные вычислительные машины, которые с точностью до одного такта воспроизводят физическую архитектуру и ограничения процессоров 40-летней давности. Инженерам пришлось полностью забыть про современные языки программирования высокого уровня, про красивые визуальные редакторы и автоматические компиляторы. Только чистые коды ассемблера, только прямое управление регистрами процессора. И это невероятное, чисто человеческое упорство начало приносить свои первые плоды. Они наконец-то поняли, какая именно деталь системы дала фатальный сбой. Когда специалисты НАСА расшифровали и разложили на столах по байтовый слепок памяти, перед ними открылась кристально четкая, но от этого не менее пугающая картина. Предчувствия инженеров подтвердились. Одна единственная микросхема, физически отвечающая за хранение данных, полностью вышла из строя. Она составляла всего около 3% от скромного объема памяти всей подсистемы полетных данных ФДС. Но по закону подлости именно в этих 3% кремния был зашит корневой, фундаментальный код всей миссии. Алгоритм, который управлял форматированием и упаковкой научной телеметрии. Без этой микросхемы Voyager 1 превращался в зацикленного робота. Он честно пытался выполнить заложенную инструкцию, натыкался процессором на физическую пустоту сгоревшего сектора, выдавал системную ошибку и, не зная, что делать дальше, начинал опрос регистра заново. Это можно сравнить с кулинарной книгой, в которой кто-то небрежно вырвал страницу с описанием самого главного шага. Ты увлеченно читаешь рецепт, доходишь до пропущенного места и застываешь в растерянности перед плитой, не понимая, что делать с ингредиентами. Физически заменить или припаять новую микросхему на аппарате, который находится за миллиарды километров, невозможно. Значит, оставался единственный путь – полностью переписать эту часть программы. Но тут инженеры столкнулись с новой, казалось бы, непреодолимой стеной. Свободного, чистого места в оперативной памяти Voyager больше не было. Каждый ее килобайт был жестко распределен между другими критически важными функциями – от управления двигателями ориентации до контроля температурного режима. И тогда программистам НАСА пришла в голову по-настоящему безумная и гениальная идея. Они решили не пытаться впихнуть огромный кусок обновленного кода в одно место. Вместо этого они решили разрезать главный алгоритм на множество крошечных цифровых осколков. И спрятать эти осколки в разных самых удаленных уголках оставшейся живой памяти, там, где после оптимизации прошлых лет оставались микроскопические пустые зазоры в несколько байт. Это напоминало задачу разобрать огромный массивный шкаф на отдельные доски, разложить эти доски по разным комнатам большого дома под кровати и за шкафы, а затем заставить хозяина думать, что шкаф все еще стоит на своем привычном месте в прихожей в целости и сохранности. Для реализации этого плана нужно было вручную переписать и скорректировать все внутренние адреса в программе аппарата. Это была ювелирная, невероятно истощающая работа. Представь, что тебе дали задачу переписать огромную, сложную техническую книгу, но при этом заставили случайным образом изменить порядок всех страниц, а внутри самого текста аккуратно переделать тысячи перекрестных ссылок на новые номера этих страниц.
И при этом ты не имеешь права ошибиться ни в одном символе, ни в одном знаке препинания. Любая, даже самая крошечная ошибка в один единственный бит, и Voyager 1 замолчит уже навсегда. Процессор просто потеряет логическую нить, не поймет, по какому адресу в памяти ему обращаться за следующей инструкцией, намертво зависнет, и зонд превратится в безвозвратно потерянный кусок летящего лома. Инженеры проверяли каждую строчку измененного ассемблерного кода неделями. Они использовали виртуальные симуляторы, чтобы досконально воссоздать условия работы старого железа. Кусочек кода уходил в один сектор, кусочек в другой. Нужно было гарантировать, что новые адреса фрагментированной программы ни при каких обстоятельствах не пересекутся с алгоритмами управления двигателями. Если бы обновленный код случайно затер хотя бы одну ячейку памяти, отвечающую за ориентацию по звездам, Voyager мгновенно отвернул бы свою антенну от Земли, и человечество навсегда потеряло бы его слабый радиосигнал. Программистам приходилось выискивать одиночные свободные ячейки памяти, разбросанные по всей системе. Это напоминало смертельно опасную игру в Тетрис, где вместо цветных фигурок были бинарные инструкции, а ставкой выступала старейшая и самая важная космическая миссия человечества. Оригинальный код, занимавший когда-то непрерывный массив адресов, был разорван на 12 отдельных фрагментов. Чтобы эти фрагменты могли беспрепятственно общаться друг с другом, инженерам пришлось разработать и дописать специальную систему прыжковых инструкций. Это особые низкоуровневые команды, которые говорили процессору: «Ты закончил читать этот микроскопический кусок кода, теперь забудь про следующий сектор, мгновенно перепрыгивай по адресу 1 400 000 и продолжай чтение оттуда». Такая сильная фрагментация превратила бы любой современный компьютер в жутко тормозящую машину, но для неторопливого, размеренного процессора Voyager, работающего на частоте всего в несколько килогерц, это не имело никакого значения. Главным приоритетом была абсолютная железобетонная стабильность. Сможет ли этот искусственно расчлененный цифровой организм ожить в древнем процессоре из прошлого века? Как отреагирует кремниевое сердце ветерана на такую радикальную и беспрецедентную смену правил игры? Никто на Земле не знал ответа на этот вопрос до самого последнего момента. Ученые создали абсолютно новую логику управления, которая никогда до этого не тестировалась в условиях реального глубокого космоса. Это был грандиозный прыжок веры над бездной. 18 апреля 2024 года, после месяцев подготовки споров и тысяч проверок на симуляторах, команда НАСА наконец решилась. Из центра дальней космической связи в сторону созвездия Жирафа ушел мощный зашифрованный пакет радиокоманд. Обновленный, разрезанный на части код растворился в космической темноте. В центре управления полетами лаборатории реактивного движения в Посадоне наступило долгое, удушающее и напряженное ожидание. 22 часа радиолуч мчался к аппарату. 22 часа требовалось на то, чтобы ответный сигнал вернулся обратно к земным радиотелескопам. Люди сутками не уходили домой, отказываясь от сна и отдыха. Они сидели перед экранами терминалов, всматриваясь в космическую тишину. Представь себе эту давящую атмосферу. Огромная полутемная комната, строгие ряды мониторов, тусклый свет от индикаторов. Инженеры опустошают один стакан крепкого кофе за другим. Никто не разговаривает, не шутит и не делится прогнозами. Все взгляды прикованы к графикам радиочастот и спектраанализаторам. Каждая минута ожидания тянется как мучительный бесконечный час. В тишине зала слышно только, как мерно и глухо гудят стойки серверов охлаждения. И вот 20 апреля огромные чаши радиоскопов сети дальней связи зафиксировали слабый, едва заметный всплеск на несущей частоте. Мониторы в центре управления внезапно моргнули. Экран очистился от бесконечных, сводящих с ума рядов одинаковых цифр и нулей, которые ползли по нему последние полгода. Вместо них на экранах стройными рядами появились первые четкие, кристально понятные и осмысленные телеметрические данные о текущем состоянии систем зонда. Зал управления в одну секунду буквально взорвался от эмоций. Суровые, седовласые инженеры, повидавшие на своем веку десятки космических запусков, повскакали со своих мест, начали обниматься, аплодировать и кричать от радости. Многие взрослые мужчины не смогли сдержать слез облегчения. Voyager 1 снова пришел в себя.
Он не просто выжил после сокрушительного удара галактической радиации. Он послушно принял человеческую волю, подчинился новому коду и мгновенно начал присылать полноценную научную информацию. Датчики космических лучей, сложнейшие приборы для измерения параметров плазмы – все это снова заработало в штатном режиме после полугодовой цифровой комы. Старый верный робот продолжил свою великую миссию. Он наглядно доказал всему миру, что человеческая мысль, помноженная на упорство, способна преодолевать любые колоссальные расстояния и успешно исправлять фатальные ошибки даже там, куда никогда в истории не долетит ни один живой человек. Это было похоже на то, как если бы старый израненный полярный исследователь, который заблудился в глухой снежной буре, обморозил ноги, остался без связи и уже мысленно попрощался с жизнью, вдруг нашел в себе остатки первобытной силы, поднялся на ноги и упрямо пошел дальше вперед сквозь ледяной ветер. Voyager снова заговорил с Землей. И его первые отчеты заставили астрофизиков отложить в сторону чашки с кофе и немедленно впиться глазами в свежие графики. Зонд передал, что там. За невидимой границей нашей планетной системы межзвездная среда ведет себя совсем не так, как предсказывали теоретические модели на Земле. Галактический ветер бушевал с переменной интенсивностью, а плотность плазмы вокруг аппарата менялась странными волнообразными скачками. Ученые получили в свои руки свежие, чистые данные, которые мгновенно породили массу научных дискуссий. Оказалось, что истинная пустота за пределами гелиосферы вовсе не мертвая и однородная среда. В ней есть свои невидимые течения, свои гигантские волны давления и свои сложные магнитные структуры, созданные динамикой всей нашей галактики. Датчики Voyager зафиксировали необычные тонкие колебания полей, которые невозможно было бы засечь ни с одного околоземного телескопа или орбитальной обсерватории. Чтобы поймать эти параметры, нужно было физически находиться именно там, в чистом межзвездном веществе, не искаженном защитным дыханием нашего Солнца. Каждая строчка восстановленной телеметрии становилась бесценным золотым запасом для мировой науки. Первые недели после триумфального восстановления были наполнены чистым детским восторгом всей команды миссии. Потоки данных шли без остановок, подтверждая, что приборы ветерана, несмотря на свой колоссальный возраст в 46 лет и постоянную бомбардировку заряженными частицами, сохранили идеальную точность своей первоначальной калибровки. Ученые получили неопровержимые доказательства того, что наша Солнечная система сейчас медленно движется навстречу плотному облаку межзвездного газа, и данные с Voyager позволят нам заранее понять, как это облако повлияет на гелиосферу Земли в будущем. Но за этой эйфорией и радостью победы инженеры отчетливо понимали суровую правду. Сколько еще таких случайных радиационных ударов сможет выдержать этот изношенный механизм? Что произойдет, когда из строя выйдет следующая критически важная деталь, у которой уже не останется резервных копий? Эта грандиозная программная победа лишь ненадолго отсрочила неизбежный финал. Ресурсы аппарата таяли с каждым часом, и запасы энергии в его кремниевом сердце подходили к концу. Энергия – это единственная абсолютная валюта в космосе, и ее запасы на борту Voyager 1 неумолимо подходят к концу. На том безумном расстоянии, где сейчас находится аппарат, наше родное Солнце больше не способно согревать его корпус или давать электричество. С той точки пространства наша звезда выглядит всего лишь как очень яркая, холодная и чужая точка на черном бархате неба. Солнечные батареи там абсолютно бесполезны. Они не смогли бы выдать и доли ватта. Именно поэтому зонд питается от уникальных устройств – радиоизотопных термоэлектрических генераторов, сокращенно РИТЭГов. Внутри этих массивных герметичных капсул находится радиоактивный элемент – плутоний-238. Он естественным образом распадается, выделяя колоссальное количество тепла, а специальные термопары на границе – сред бережно превращают это тепло в стабильный электрический ток. Но этот ядерный процесс подчиняется строгим, незыблемым законам физики, которые невозможно обмануть или переписать. Каждую секунду, каждый час плутоний-238 распадается, постепенно и безвозвратно превращаясь в другие стабильные элементы. Выделяемого тепла становится все меньше, а электрическая мощность генераторов падает примерно на 4 ватта каждый год. Сегодня эта атомная батарея выдает едва ли половину от своей первоначальной мощности 1977 года.
Чтобы сэкономить драгоценные капли электричества и продлить жизнь передатчику, инженерам НАСА каждые несколько месяцев приходится принимать тяжелые меланхоличные решения. Они вынуждены вручную, одну за другой, навсегда отключать научные системы и обогреватели аппарата. Это невероятно грустный процесс, похожий на то, как старый робот постепенно и осознанно засыпает в темноте. Сначала инженеры отключили систему обогрева его телекамер, навсегда лишив нас возможности получать новые снимки. Затем был выключен датчик, измерявший низкоэнергетические частицы, а за ним пришел черед ультрафиолетового спектрометра. Зонд словно слепнет, глохнет и теряет чувствительность, орган за органом, система за системой. Но это единственный существующий способ выиграть для него еще немного времени. Специалисты НАСА рассчитывают энергетический бюджет аппарата до последнего ватта, борясь за каждый лишний день его функционирования. Для наглядного сравнения, обыкновенная светодиодная лампочка в твоей комнате потребляет больше электрической энергии, чем сейчас тратит весь огромный комплекс Voyager 1 на поддержание работы своих оставшихся приборов, вычисления и отправку мощного радиосигнала сквозь миллиарды километров пустоты. Сегодня на борту ветерана функционирует всего 4 научных инструмента из 11 изначальных. Они измеряют параметры магнитных полей и фиксируют удары космических лучей. Это самые стойкие, самые простые приборы. Они продолжают передавать на Землю уникальные крупицы информации, которые помогают нам понять истинную анатомию нашей галактики. Но закон полураспада неумолим. Наступит неизбежный день, когда генерируемой энергии перестанет хватать даже для поддержания базовой работы самого радиопередатчика. Сигнал станет слишком слабым, истончится, и гигантские земные антенны дальней связи больше никогда не смогут выделить его из общего хаотичного фонового шума Вселенной. Ученые уже сейчас, с холодным спокойствием профессионалов, готовятся к этому моменту. Это не будет внезапной катастрофой. Это будет естественное, величественное завершение самой долгой истории в летописи космонавтики. Команда миссии часто шутит, что этот зонд уйдет на пенсию позже многих из них. Но за этой маской юмора скрывается глубочайшее, искреннее уважение к машине, которая многократно превзошла все самые смелые ожидания своих создателей. Аппарат проектировался с расчетом всего на 5 лет работы. Его главной задачей было просто долететь до Юпитера и Сатурна, сделать снимки и передать их на Землю. Он перевыполнил этот план почти в 10 раз, проработав 49 лет. Каждая секунда его нынешней работы в межзвездной пустоте – это чистый, бесценный бонус для мировой науки. Когда генераторы РИТЭК окончательно пересекут критическую черту и перестанут выдавать минимально необходимые единицы ватт, бортовой компьютер зафиксирует фатальное падение напряжения в сети. Он автоматически попытается отключить последние датчики в отчаянной попытке сохранить жизнь передатчику. Но это лишь ненадолго отсрочит неизбежный финал. Радиолуч, который связывал человечество со своим самым дальним посланником почти полвека, начнет пульсировать, затухать, терять биты данных и, в конце концов, полностью, навсегда раствориться в радиошуме звезд. Это будет момент окончательного прощания. Мы навсегда потеряем телеметрию, но сам аппарат не погибнет. Он продолжит функционировать в режиме безмолвного автопилота до тех пор, пока остаточное тепло от распада плутония полностью не испарится в ледяной космический вакуум. Инженеры уже разработали и зашили в память зонда специальный протокол под названием «Последний вздох». Это финальный пакет команд, который будет автоматически активирован, когда бортовой компьютер поймет, что стабильный сеанс связи с Землей больше невозможен из-за нехватки энергии. Этот протокол навсегда заблокирует радиопередатчик в режиме вещания чистой несущей частоты, без кодирования и передачи данных телеметрии. Зонд будет просто излучать в пространство ровный, монотонный радиосигнал, как бьющееся кремниевое сердце, которое постепенно, удар за ударом, замедляет свой жизненный ход. И когда этот непрерывный тон окончательно исчезнет с экранов наших радиотелескопов, мы поймем, что эпоха прямой связи с первым межзвездным разведчиком Земли официально завершена. Что почувствуют ученые, когда поймают этот последний угасающий бит информации? И куда полетит этот безмолвный корабль после того, как его атомное сердце полностью остынет? Мы приближаемся к финалу этой удивительной истории. Но конец работы научных приборов – это вовсе не конец самого Voyager 1.
Это только самое начало его истинного вечного плавания сквозь бесконечные галактические просторы. Рано или поздно это произойдет. Примерно к началу 30-х годов Voyager 1 полностью исчерпает последние запасы тепла. Его передатчик навсегда остынет, а кремниевый компьютер отключится, погрузив аппарат в вечный непробудный сон. Он превратится в молчаливый холодный памятник нашей цивилизации, летящий на безумной скорости сквозь бесконечную галактическую ночь. Но самое поразительное, фантастическое и завораживающее во всей этой истории заключается в другом. В полной абсолютной пустоте межзвездного пространства просто нет физических факторов, которые могли бы разрушить или повредить этот зонд. Там, за пределами планетных систем, полностью отсутствует атмосфера, которая могла бы вызвать коррозию или ржавчину металла. Там нет космического ветра, способного со временем стереть его элементы. Там нет разрушительной гравитации крупных планет или звезд, которая могла бы захватить аппарат и разорвать его прочный корпус на куски. Voyager 1 будет практически в первозданном виде лететь вперед миллионы, десятки миллионов, а возможно и миллиарды лет. Представь себе это эпическое зрелище. Маленький угловатый аппарат из 20 века в абсолютной тишине и темноте величественно летит мимо далеких, неведомых нам звезд и планетных систем. Примерно через 40 тысяч лет его траектория пролетит относительно близко, по космическим меркам, от тусклой звезды Глизе 445 в созвездии Жирафа. Для самого зонда это будет просто еще одна невидимая веха на его бесконечном триумфальном пути в никуда. На его титановом корпусе бережно закреплена знаменитая золотая пластина. Это круглый медный диск, покрытый слоем золота для защиты от микрометеоритов. На этой пластине лучшие умы человечества под руководством Карла Сагана записали закодированные звуки Земли. Плач новорожденного ребенка, шепот земного ветра, грохот прибоя, приветствия на 55 языках мира и величайшие музыкальные произведения – от этнических напевов до шедевров Баха, Моцарта и Чака Берри. Там же выгравирована схема водорода и точные координаты нашего дома относительно пульсаров. Это наше коллективное письмо в бутылке, брошенное человечеством в великий, бескрайний космический океан. Даже если наше Солнце через 5 миллиардов лет исчерпает запасы водорода, раздуется до красного гиганта и полностью выжжет Землю, превратив ее в пепел, а само человечество изменится до неузнаваемости, расселится по галактике или вовсе исчезнет с лица Вселенной, этот маленький кусочек металла из 1977 года будет продолжать свой гордый, упрямый полет. Он несет в себе вечную, нетленную память о том, что на маленькой хрупкой голубой планете когда-то жили удивительные существа. Существа, которые умели искренне мечтать, строить космические корабли, любить и дотягиваться своим разумом до самых далеких и недостижимых звезд. Это потрясающее, глубокое чувство. Мы с вами стали свидетелями создания объекта, который гарантированно переживет наши города, наши памятники, наши книги, наши океаны и нас самих. Voyager 1 стал по-настоящему физически бессмертным. Когда-нибудь через миллионы лет, возможно, представители совершенно другой, далекой внеземной цивилизации случайно обнаружат этот странный, угловатый объект посреди ледяной космической пустоты. Они поднимут его на борт своего исследовательского корабля, с удивлением рассмотрят белую тарелку антенны и архаичные электронные платы. Они увидят золотой диск, без труда разберутся в простых универсальных схемах атомных часов и мгновенно поймут, из какой именно части Вселенной прилетел этот безмолвный посланник. Они запустят пластину и послушают голоса давно ушедшего мира. Они услышат шепот ветра, пение птиц, смех людей и гениальную музыку нашей цивилизации. Они узнают, что мы были. Что мы искренне любили этот мир, восхищались его красотой и отчаянно пытались его понять. И один только этот факт делает историческую миссию Voyager чем-то гораздо большим, чем просто удачным научно-техническим экспериментом прошлого века. Это высший акт гуманизма, вечный материальный манифест нашего присутствия во Вселенной. Пустота между звездами поистине огромна, космические расстояния колоссальны, а шансы на то, что кто-то случайно встретит этот зонд в темноте, микроскопически малы. Но они становятся равны абсолютному нулю только в том случае, если мы сидим дома
и ничего никуда не отправляем. Voyager 1 навсегда преодолевает этот ноль. Он летит вперед как неопровержимое вечное доказательство того, что разумная жизнь способна вырваться за пределы своей уютной планетарной колыбели и оставить свой неизгладимый след в истории вечности. И даже если этот цифровой след никто и никогда больше не прочтет, сама ткань пространства-времени нашей Вселенной навсегда сохранит в себе траекторию его великого полета. Зонд станет неотъемлемой частью динамической системы Млечного Пути, медленно и величественно вращаясь вокруг его сверхмассивного центра вместе с миллиардами других звезд и планет. В самом начале этого видео мы задались вопросом, почему инженеры НАСА так сильно взволновались, когда увидели странные хаотичные данные телеметрии с Voyager 1. Теперь мы с вами знаем полный и исчерпывающий ответ. Дело было вовсе не в банальном техническом сбое, не в перегоревшем транзисторе и не в сломавшейся старой микросхеме памяти. Это была отчаянная, драматическая битва человечества за сохранение своей самой дальней, единственной связи с великим неизвестным. Мы до последнего патрона защищали свой первый робкий и отважный шаг за порог родного космического дома. Каждый из нас, живущих на этой планете, состоит из тех же самых химических элементов и атомов, что и далекие, колоссальные звезды. Мы с вами в буквальном смысле сотканы из первозданного космического вещества. И когда мы проектируем, собираем и отправляем автоматических роботов в межзвездную пустоту, мы словно возвращаем крошечную часть себя обратно домой, во Вселенную, завершая тем самым великий и древний цикл космической эволюции. Это важнейшее напоминание всему нашему человечеству о том, что наши технологии – это не просто холодные, бездушные железки, провода и кремниевые платы. Это прямое, материальное продолжение нашего бесконечного детского любопытства, нашей несгибаемой первобытной воли к познанию окружающего мира. Мы способны преодолевать десятки миллиардов километров пустоты с помощью одной лишь силы своего чистого ума, математики и упорства. Наше существование в этой бескрайней Вселенной – это само по себе величайшее чудо. И тот поразительный факт, что мы развились от простейших одноклеточных организмов в теплом океане до существ, способных кодировать информацию, преодолевать гравитацию и отправлять корабли за пределы планетных систем, искренне поражает разум. То, что мы можем дистанционно с помощью радиолуча реанимировать и переписывать кремниевые мозги роботов на самом краю обитаемого мира, наглядно доказывает, для человеческого духа и разума не существует финальных непреодолимых границ. Мы всегда, несмотря на любые трудности, кризисы и поломки, будем упрямо стремиться вперед, к звездам. Спасибо, что прошли этот долгий, удивительный путь вместе со мной до самой дальней границы нашей Солнечной системы. До новых встреч в глубинах космоса.